Во вселенной «Звездных войн» есть множество историй, подтверждающих, что темная сторона силы открывает двери к самым невероятным и могущественным способностям. Одна из них – это способность обрести бессмертие. Многие лорды ситхов разгадали эту тайну, но каждый достиг своей цели по-своему. Представляем вам 10 самых могущественных ситхов, которые смогли достичь бессмертия. Дарт Бейн. Создатель правила двух, известный своими разрушительными атаками с использованием молнии силы. Ее разряды сжигали заживо, заставляя тела корчиться в агонии, в итоге превращая их в бесформенные куски плоти. Вместе с тем, Дарт Бейн был вполне способен защитить свой разум и тело с помощью других, неестественно мощных навыков. В решающей схватке со своей ученицей Занной он использовал древнее знание, добытое им из голокрона Дарта Андедду, чтобы переселить свой разум в ее тело. Но Занна оказала достойное сопротивление и не позволила Бейну осуществить задуманное. Эта борьба длилась какое-то время, пока его ученица все же не взяла верх. Бейн проиграл, но был даже рад этому, ведь Занна, обученная им, оказалась достаточно сильна, чтобы вырвать из крепкой хватки учителя высокий титул лорда ситхов. А значит, его правило двух начало работать. Дарт Сион. Сион выбрал путь боли, чтобы достичь бессмертия. Участвуя в Великой войне ситхов на стороне Экзара Куна, он был сражен в одной из битв, но обнаружил, что способен восстать из мертвых, воззвав к своей боли, гневу и ненависти. Используя свои необузданные эмоции и талант к силе, ситх смог спасти свое тело от смертельных ран и восстановить его до такой степени, чтобы оно могло продолжать жить и сражаться, поддерживаемое в целостности самой темной стороной. Весь процесс был невероятно болезненным, но его решимости оказалось достаточно, чтобы он смог справиться с этой сложной задачей. Дарт Плегас. Центральная фигура одной из самых популярных легенд о ситхах. Внес существенный вклад в изучение силы. Плегас провел большую часть своей жизни, пытаясь подчинить своей воле мидихлорианы с целью обрести бессмертие. Научившись оживлять мертвых, он продолжил свои исследования, решив создать жизнь, но в итоге потерпел неудачу. Предположительно, в знак протеста против того, что ситх самовольно поколебал равновесие, сила создала избранного в лице Энакина Скайуокера. Плегаса не слишком интересовали техники вроде переселения разума или вытягивания жизненной силы, ведь, по его мнению, он мог достичь вечной жизни путем манипуляции мидихлорианами. Однако, зная об использовании таких техник в древности, он все же сожалел об их утрате в ходе развития Ордена Бейна. Экзар Кун. Легионы воинов, множество джедаев и годы мира были потеряны из-за Экзара Куна, его действий и развязанных им войн. Даже когда ситх был окончательно загнан в угол и должен был поплатиться за свои преступления, злодею удалось избежать правосудия. Используя свою огромную силу и исключительное знание о темной стороне, ситх успешно отделил свой дух от тела. В конечном итоге это не принесло ему особой пользы, так как он оказался в ловушке на несколько тысячелетий. Тем не менее, его достижение неоспоримо. Марка Рагнас. Мощный физически и в силе, Марка Рагнас был одним из самых могущественных ситхов за всю историю. Искусный в магии ситхов, правитель империи сохранял свое тело живым в течение века, а после этого нашел путь к бессмертию и остался существовать в виде призрака. Бывший император ситхов направлял Экзара Куна, когда тот стремился уничтожить республику и джедаев.
Однако в конце концов рыцарь Джейден Кор победил Марка Рагнаса, и дух повелителя ситхов был вынужден вернуться в свой саркофаг. Фрида Над. Джедай-вундеркинд Старой Республики, чье сознательное решение принять темную сторону силы оказало значительное влияние на галактические события на протяжении многих поколений. Провозгласив себя темным лордом ситхов и использовав свои колдовские способности, он подчинил себе планету Андерон, где стал править как король в течение целого столетия. Над был достаточно могущественным, чтобы после смерти его дух продолжил оставаться в сознании и оказывать влияние на мир живых из своей гробницы, поддерживая борьбу ситхов против джедаев и Республики. Дарт Андедду. Известный как бессмертный бог-король Пракита, он был первым носителем титула Дарт. Обладая многими тайнами и способностями темной стороны силы, Андедду стремился к большему. Его целью был обман самой смерти. В итоге он достиг успеха в своих исследованиях, изучив способ передачи сущности из физического тела в другой сосуд. Андедду спрятал тайны своих способностей в голокроне собственного производства. Когда устройство входило в контакт с его трупом, энергия жизни человека, который поместил голокрон, осушалась, и темный лорд возрождался. Дарт Нихилус. Один из самых уникально одаренных лордов ситхов всех времен. Ему удалось выжить после активации генератора гравитационной тени, которая поглотила все живое у Малакура-5 и опустошила Нихилуса, превратив его в рану в силе, вечно одержимую голодом. Пустота, заполнявшая Нихилуса, росла, пока полностью не затмила его разум. И ему приходилось интуитивно иссушать жизненные силы окружающих, медленно их убивая. Постепенно он стал настолько поглощен темной стороной и своим голодом, что его физическое тело начало разрушаться. Понимая, что в случае бездействия его окончательная смерть неизбежна, Нихилус переместил свой дух в броню. С помощью силы он придал себе человекоподобную форму, позволяющую ему использовать свои способности и даже световой меч. Дарт Сидиус. Император доказал, что способен пережить смертельное падение в шахту, ведущую к реактору Звезды Смерти, где его физическая оболочка взорвалась в потоке темной энергии. Но даже смерть не стала для Палпатина концом. В отличие от своих предшественников, ситх не собирался уступать место ученику, предполагая править империей вечно и видя себя единственным ее лидером. Не сумев раскрыть утерянный секрет своего учителя Дарта Плегаса, он обнаружил иной способ обмануть смерть. Император заказал для себя серию клонов, в которых мог быть перенесен его дух, если ему вдруг случится погибнуть. После уничтожения второй Звезды Смерти дух Палпатина некоторое время был вынужден путешествовать в бестелесном виде, но в итоге все же смог переселиться в собственного клона. Дарт Вишейт. Император ситхов, именуемый в своей вечной империи как Валкориан, был, пожалуй, самым могущественным и доминирующим правителем ситхов в истории галактики. Обладая необычайными способностями, император мог использовать ряд инновационных, утерянных и редких техник силы. В возрасте 10 лет он убил своего отца и спустя 3 года получил титул лорд Вишейт от тогдашнего темного лорда Марки Рагнаса. Вишейт переименовал свой родной мир в Нафему и правил им на протяжении последующих 100 лет, удерживая себя от участия в борьбе ситхов за власть и от вступления в Великую гиперпространственную войну, в которой Галактическая Республика уничтожила империю.
После этого, собрав разрозненных лордов ситхов на Нафеме и пообещав им спасение от джедаев, Вишейд сделал их своими последователями и воспользовался их мощью для свершения ритуала, даровавшего ему бессмертие за счет уничтожения всего живого на Нафеме. В дальнейшем самопровозглашенный император привел выживших ситхов на Дромунд-Кас, где и основал новую империю ситхов. Понравилась история? Тогда поддержите нас, просто нажав кнопку «Палец вверх». Это действительно помогает каналу расти. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, оставляйте нам свои комментарии. Мы их с удовольствием читаем. Спасибо вам за просмотр, увидимся в следующем видео.